Что его потянуло поехать по этой дороге, он и сам не знал. Он никогда не ездил по ней, но сегодня, возможно, лишь потому, что он опаздывал на деловую встречу. Повороты он не любил их, но сейчас. Черт! Сам не понял, что произошло. Одновременное нажатие тормозов и свернутый до предела руль в сторону. Он выскочил из машины, ругаясь и проклиная все на свете. Оставив дверцу машины открытой, он ринулся к ней. Он чуть не наехал на эту бестолковую девчонку. Что она делала на дороге? Чего ждала? Ты с ума сошла? Это же дорога. Он налетел на нее, как только подошел ближе, и тут же оторопел. На него смотрели огромные глаза, в которых было отчаяние и глубокая непонятная пустота. «Ты что, сумасшедшая?» Более тихо и неуверенно спросил он. «Ты хотя бы слышишь меня? Эй!» Он легко дотронулся до ее плеча и тут же отшатнулся от неожиданности. Статуя ожила. Глаза заиграли, цепкие пальцы схватили его за руку и сильно жали, губы зашевелились и произнесли какие-то слова благодарности. Эта бессвязная речь была наполнена какой-то непонятной для него радостью. Она все еще что-то шептала, крепко держа его за руку, когда он, наконец, понял, что она какая-то ненормальная. Он уже опаздывает, ему все это надоело, он устал. Он стал вырывать свою руку, но ему это не сразу удалось. Когда же все-таки удалось освободиться, он рванул к машине, хлопнул дверцей и нажал на газ. Вся встреча прошла как в тумане. Он сам не знал, каким чудом удалось заключить договор с компанией, от которой зависела дальнейшая работа его фирмы. Волнение, переживания, молитвы, он прошел через все это, только бы они подписали контракт. Похоже, девчонка приносит удачу, думал он, когда возвращался домой. Думая, он все же объехал дорогу, где случилась встреча. Дома с полупустой бутылкой коньяка и, лежа на диване, как-то забылось утреннее происшествие. Засыпая, мозг сверлил мысли, нет не его, а той, которую он чуть не сбил. Они были прерывисты и как-то не доходили до его сознания. Жива, спасибо, жива значит есть, существую, ты ведь увидел, испугался, значит можно видеть, знать. Любить. Он ничего не мог понять из всего сказанного ею. Любить, причем тут любить? Дальше мыслить было просто невозможно, он не заснул, а просто отключился. Он не думал, не вспоминал, а просто забыл вообще о существовании случайной встречи, произошедшей несколько недель назад. С головой уйдя в работу, он ни о чем не мог думать. Работалось легко и просто как никогда, везение, удача стояли за плечами, и ему не верилось. Пробегали дни, недели, месяцы, ранее холодная весна все еще не хотела одарить природу теплом и цветами. Все так же по утрам моросил дождь, шины купались в холодных лужах и месили грязь. Всеволод Константинович. Да, очнулся он и, отвернувшись от окна, в которое смотрел долгое время, оглянулся на секретаря. Кажется, он что-то диктовал и засмотрелся на капли, стекающие по стеклу, задумался. Да, переспросил он. Я, кажется, что-то говорил. На завтра вы хотели еще что-то добавить на завтра. Медленно прозвучал голос молодой секретарши, но Сева не слышал его. Он смотрел на ее руки, которые постукивали кончиком карандаша по блокноту. Какая-то боль пронзила тело. Мурашки побежали по коже. Пальцы. Ему почему-то вспомнились холодные пальцы, крепко хватающие его за руку. Широко открытые печальные глаза, в которых тоска постепенно сменилась счастьем. Губы, которые невнятно что-то шептали, он рванулся к двери, на ходу сорвав со спинки стула пиджак. «Всеволод Константинович, что с вами? Альбина, отмени на сегодня все встречи, до конца рабочего дня меня не будет». Выпалив все одним предложением, он ушел, хлопнув дверью. Дождь, дорога, дворники пытаются бороться с потоками на лобовом стекле. Вот эта дорога, поворот. Сева заглушил мотор и опустил голову на руки, что сжимали руль. Почему он вдруг вспомнил о ней? Почему? Немного подумав, он понял, наконец-то, смысл сказанных девчонкой слов. Понял, почему она стояла на дороге и чуть не попала под колеса его машины. Его машины. Почему именно он? На его месте мог оказаться кто угодно. Одиноко. Никому не нужна. Она как будто живет среди жизни. Людей и как будто ее нет, не существует. Глупая сумасшедшая, разве можно вообще до такого додуматься? Стоять на дороге. Проверяла, конечно, проверяла, есть она или нет. Убедилась. Обрадовалась, я заметил ее, значит, жива есть. Господи! Он думал, подняв голову и уткнув подбородок в сцепленные пальцы, смотрел сквозь окно. Было уже далеко за полдень. Людей почти не было, лишь редкие прохожие проскальзывали мимо, дрожа под зонтиками. Кто-то постучал в ветровое стекло. Сева вздрогнул и повернул голову. К нему, склонившись, заглядывал мужчина. Дождь стекал с его волос на странную одежду. «Подайте Христа ради», — прохрипел его голос, и костлявая рука потянулась к окошку. Молодой человек, что-то нащупав в кармане пиджака, приоткрыл окно и положил в протянутую руку.
Тот радостно запрыгал, прижав руки к груди, бормоча слова благодарности. Сева его уже не слышал, закрыв окно, опять устремил взгляд на дождливую улицу. Вдруг он не поверил, на обочине под зеленым зонтом, пропуская машины, стояла она. Первое побуждение было выскочить, подбежать, посадить в машину, поговорить. Но все, что он сделал, продолжал сидеть в полном оцепенении, сжав до боли пальцами руль, следя, как она удаляется. Очнувшись, поехал за ней. Зачем? Он и сам не знал. Она шла медленно, словно о чем-то размышляя, похоже, ее ничуть не волновала погода. Она свернула в переулок. Он знал эту местность, и тут же, обогнув дворы, выехал на главную дорогу. Она действительно появилась через несколько минут. Такая же грустная, с забрызганными штанами, в удлиненном не то пиджаке, не то полупальто. Пройдя несколько кварталов, она вошла в кафе. Ненормальная, нет, чтобы пойти домой, забраться под одеяло, почитать хорошую книгу или просто заснуть, так она в такую погоду сидит в кафе. Она заказала кофе. Он из машины следил за ней. Она пила горячий кофе мелкими глотками, обхватив чашку обеими руками. К ней никто не приставал, не заигрывал, не пытался заговорить, как обычно случается. Она не была слишком красива, но что-то в ней было, что выделяло ее из толпы. Она не замечала людей, которые ее окружали, не прислушивалась к их разговорам. Она не принадлежала к их жизни. Как будто у нее была своя, никому не нужная, неинтересная жизнь. Словно она жила в своем мире, в который никому не было доступа. Господи, да ее просто не замечают. Она для них не существует. Похоже, что ее видит только он, а для остальных ее нет. От этой догадки ему стало как-то не по себе. Может, она действительно мираж? Девушка допила кофе, вышла из-под навеса и пошла мимо его машины. Она не обратила на него внимания. Зачем? Ведь ее тоже не замечают. Сева видел, как она покусывает губы, смотря перед собой в пространство. Снова душу зажег порыв выскочить, позвать, и опять ничего, словно врос в сиденье. Проводив ее так несколько кварталов, заметил, как она подошла к одному дому и, подходя к подъезду, достала ключи. Приглушив мотор, он следил за ней, как вошла в подъезд. Какие окна загорелись ярким светом. Должно быть, это ее окна. Помедлив немного, включил зажигание и, прокрутив в голове ее адрес, уехал. Дела шли как никогда хорошо, но он не мог сосредоточиться на работе. Руки охватывала дрожь, когда он чувствовал на них прикосновение ее пальцев, в ушах звучала отрывистая речь и в памяти всплывали удивленные счастливые глаза. Проходили дни, он думал, недели, решался, месяцы, боролся, выжидал, подбирал момент подойти к ней, познакомиться. Сева словно входил в ее жизнь, а она и не догадывалась. Он не знал, что его тянет к ней, но в один прекрасный день понял, созрел для того, что ему открылось. Нет, она совсем не сумасшедшая, не глупая и не странная. Она просто очень одинока, никто не нуждается в ней, не ищет ее помощи, не зовет. Она совсем одна в этой бурной жизни, почти так же, как и он. Это понятие до него дошло, словно взрыв вулкана. Одинок. Да, именно одинок, за работой и житейскими проблемами не замечал, как не хватает рядом кого-то родного, близкого своего человека, чтобы понял, помог, выслушал, согрел, поддержал. Она такой же человек, и у нее такие же проблемы. Так что же ему мешает? Он сидел в машине на том же месте, где впервые они встретились, и ждал ее. Она пришла. В то же время, как и в течение многих дней, остановилась, пропуская машины, когда она хотела перейти на другую сторону улицы. Он резко нажал на педаль газа, и девушка попятилась. Затормозив возле нее, открыл дверцу, букет роз больно колол ладони. Девушка, не понимая, смотрела на человека, который выходил из машины с цветами и шел, улыбаясь, к ней. Она не поверила. Подумала, что не к ней, стала оглядываться, надеясь увидеть счастливицу, но рядом никого не оказалось. Значит, это счастливица, она, а красивый молодой человек уже стоял перед ней и протягивал букет. Неуверенно смотря, она протянула руку, чтобы взять цветы, но тут же опустила. «Это мне?» — спросила она с сомнением. «До встречи с тобой я был мертв, хотя думал, что существую. Но, встретив тебя, понял, живу. Спасибо. А я? Я живу. Я тоже могу жить так же, как и ты. Правда? Теперь да». На него смотрели счастливые глаз, по щекам текли слезы, взяв дрожащими руками цветы. Она легко коснулась его ладони и почувствовала тепло. «Хочешь, я отвезу в кафе под навесом? Откуда ты знаешь, что я там бываю? Я тоже иногда там сижу», — соврал он. «И видел тебя?» «Видел? Разве меня можно было видеть? Я ведь заметил. Как тебя зовут?» «Оля. А меня Всеволод Констант Сева». Снова зажигание, запах ее волос в машине, кофе, горячий кофе в чашке, которую она держала не как все. Да, она не похожа на других, она особенная, единственная, такая одна, много разных девушек с именем Оля, но именно это Оля его.
и принадлежит только ему одному: Ольга, Олечка, Оля, Оленька.